Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы приготовим очень вкусный торт «Пряная вишня». Для его приготовления нам понадобится для бисквита 150 грамм сахара, 90 грамм муки, 30 грамм какао, 6 яиц, 1 чайная ложка мускатного ореха, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка кардамона. Для сиропа 200 грамм сахара, 150 грамм вишни, 100 грамм воды. Для крема 500 грамм сметаны, 300 грамм темного шоколада, 1 чайная ложка мускатного ореха, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка кардамона. Прежде всего разогреваем духовку до 180 градусов. У меня электрический духовой шкаф, и я использую режим вверх-вниз. Теперь приступаем к приготовлению теста для бисквита. Белки отделяем от желтков. Белки взбиваем на средней скорости до образования пены. Затем постепенно частями добавляем сахар, продолжая взбивать. Взбиваем до устойчивых пиков. Желтки смешиваем с какао и специями. Какао обязательно просеиваем, чтобы не было комочка в тесте. Очень аккуратно соединяем желтки с белками. Добавляем просеянную муку и осторожно соединяем все компоненты вместе. Активно и долго мешать нельзя, иначе белки опадут. Поэтому действуем быстро, уверенно, но аккуратно. Для выпечки этого объема теста я использую форму диаметром 18 см, но буду выпекать 2 бисквита и разделю тесто на 2 части. Вы можете выпекать весь объем в одной форме. Форму застилаем пергаментом и выливаем в нее тесто. Смазывать маслом форму не нужно. Разравниваем лопаткой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой. Она должна выходить из бисквита сухой и чистой. Готовый бисквит остужаем на решетке, затем заворачиваем его в пленку и отправляем в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Теперь приготовим сироп для пропитки бисквита. В сотейнике соединяем вишню, сахар и воду. Ставим на средний огонь и варим минут 5 до растворения сахара. Потом остужаем, лучше оставить на ночь в холодильнике. Приготовим крем. В растопленный шоколад добавляем сметану. Сначала небольшими порциями. Тщательно перемешиваем и добавляем специи. Накрываем пленкой в контакт и отправляем застывать в холодильник, лучше на ночь. На следующий день приступаем к сборке торта. Сначала делим бисквит на коржи. Я делаю это обычным большим ножом и ниткой. Подкладываю под нож опору в виде книги и намечаю высоту будущего коржа, немного надрезая бисквит. Потом книгу убираю и вкладываю в разрез нить. Скрещиваю концы и начинаю их тянуть в разные стороны. В результате получается идеально ровный корж. Повторяем эту процедуру для последующих коржей. У меня получилось 4 коржа, 3 из которых я буду использовать в торте.
Первый корж укладываем на подложку, закрепив его кремом, чтобы он не скользил. Пропитываем вишневым сиропом, ягоды из сиропа используем позже. Выкладываем на корж часть сметанного крема. Удобнее это делать с помощью кондитерского мешка. Разравниваем лопаткой и укладываем сверху вишню из сиропа, слегка ее утапливая. Накрываем вторым коржом и повторяем процедуру. Пропитываем сиропом, смазываем сметанным кремом и выкладываем ягоды. Затем накрываем третьим коржом, пропитываем сиропом и смазываем кремом. Ягоды уже не используем. Выравниваем верх и бока торта. Отправляем в холодильник для застывания. Украшаем торт дальше на свое усмотрение или оставляем таким. Торт «Пряная вишня» получается насыщенно шоколадным, с легкой вишневой кислинкой и ароматом восточных специй. Он, безусловно, никого не оставит равнодушным и добавит в вашу копилку рецептов незабываемый шедевр. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале Лимонный Щербет.